В этом видео я расскажу все, что знаю о гуаши, дам полезные советы и покажу несколько техник, как же рисовать гуашью. Привет! Меня зовут Полина и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я расскажу все о гуаши, готовьте свои лапки и пойдем рисовать. Гуашь – очень доступная и простая в использовании краска. Чтобы рисование было еще более приятным, о гуаши надо знать несколько особенностей. У разных производителей разная консистенция краски. У меня есть жидкая и вязкая краска от фирмы Невская палитра и более густая краска от Гаммы. Мне нравится густая гуашь. По моим ощущениям, ей рисовать намного приятнее. Кажется, что она плотнее, не растекается по палитре, однако может высохнуть в баночке. Исправить такое положение можно, используя горячую воду. Немного налить ее в краску и через несколько часов хорошо перемешать до однородной массы. Можно использовать гуашь в тюбиках. В них краска не сохнет, а цвет остается чистым. Но высохнуть краска может не только в банке, но и на картинке. Высохнуть и осыпаться, если слой на листе будет очень толстый. Из-за густоты краски кисти для гуаши нужно выбирать внимательно. Мягкие натуральные кисти, например, белка или колонок, не способны зачерпнуть достаточно краски для рисования. Они предназначены для другого. Синтетические кисти с более жестким ворсом позволяют рисовать гуашью и получать от рисования удовольствие. Какие кисти выбирать, круглые или плоские, зависит от вашего желания. Гуашью я люблю рисовать круглыми кистями с тонким кончиком. Помимо кистей с ворсом из синтетики, гуашью можно рисовать кистями из щетины и даже мастихином. Теории достаточно, а теперь давайте перейдем к практике. Небольшой и важный совет. Рисуя красками, имейте при себе тканевую или бумажную салфетку. Она поможет оставаться вашим кистям чистыми и сухими. В процессе работы для меня это незаменимая вещь. Палитру лучше брать больших размеров. У меня половину площади заняла краска, и для разгона кисти осталось совсем немного места. Гуашью я стараюсь работать быстро, чтобы слои краски не успевали подсохнуть. Иногда для тонких и мягких переходов красок я использую палец руки, растирая краску. А также не забывайте хорошо промывать кисти в процессе и после рисования. Обычно краска забивается в основании ворса, и грязь в рисовании может полезть именно оттуда. Рисуя пейзаж, первый слой гуаши я положила плотный и непрозрачный. И чем больше слоев я рисовала, тем тоньше слой краски использовала. Еще один из интересных примеров рисования гуашью – это сухая кисть. Это такой способ рисования, когда на жесткой кисточке совсем нет краски, и получаются очень легкие прозрачные мазки. В такой технике можно создавать интересные фактуры меха, дерева или облаков. На выкрашенный слой неба сухой кистью я добавляю розовые закатные облака. После их высыхания добавляю тени. И мне надо было лучше убирать лишнюю краску с кисти, потому что эффект получился не совсем сухой кисти. Рисуя детали, я использую гуашь, хорошо разведенную водой. Так линии получаются тонкие и можно без проблем наслаивать оттенки. Снег или отражение в воде классно рисовать мастихином. Главное помнить, что слой гуашевой краски должен быть не сильно объемным. Если очень хочется рисовать крупными мазками, для этого попробуйте другие материалы, например, акрил или масляные краски. Еще одна особенность гуаши, которую стоит знать при рисовании –
что после высыхания краска немного светлеет. Поэтому темные оттенки можно смело делать еще темнее. Обратите внимание на темные участки рисунка, как они светлеют. А еще в гуашь можно добавить клей ПВА, и свойства краски немного изменятся. Поверх гуаши классно ложатся цветные карандаши. В общем, экспериментируйте с материалами. Итак, гуашь простая в использовании краска, яркая и плотная, с матовым и бархатным финишем. Отлично подходит для иллюстраций и декоративных работ. Ну что ж, я рассказала все, что знаю о гуаши. Надеюсь, это видео было вам полезно. Поддержите канал подпиской, лайком и обязательно оставляйте комментарии. Рисуйте в удовольствие. И до скорых встреч!